Красный Крест. Красный Крест. Курите? Нет, ну возьму это, потом можем. Потом возьмете, если вам нужно. Я не курю сам. Смотрите, мы общаемся, только что общались, с пленными из России на тему, чего вы сюда пришли, что вы здесь увидели, какие выводы сделали, в общем, на общие вот такие вот темы. Все это под запись, все это для публикации. Вы будете с нами общаться? Ну, если на публикации, я не знаю. Как меня показывают, что... Да, вас показывать будут, если вы домой будете звонить, тоже будут показывать, то есть мы это все показываем. Можно позвонить домой. У вас в камере были те, кто с нами общался? У меня только матери, у него телефон этот кнопочный. Ну мы на него наберем, нету проблем. Ну, То есть да, нам Вы были давно вчера. разговаривали? вот вообще не разговаривал, когда в плен попал. А вообще не знаю. Она Вообще вообще, не знаю. наверное, не знает, что с вами. Не знаю, может даже наврали что-то, потому что Смотрите, телефон у меня может. сразу все забрали, получается, документы все забрали, назад ничего не вернули. И может даже как-то этого звонят, что-то, может быть, звонят, говорят, что я в плену и что-то требуют, может такое быть. Ну, если хотите с ней пообщаться. Ну, у нас, да, у нас как бы требования очень простые. Если да, то да, и это все происходит под запись. Плюс и звонок Не, то же самое. А звонок? Звонок. А если так, то не дадут? Если вы не хотите, то вы тогда не отказываетесь от всего пакета, как говорится. Да, но при этом мы все равно ваш отказ запишем на камеру, потому что... Ну, мы по его публиковать не будем. Да, он не Для будет этого опубликован, он просто... для отчетности. Что вот общаемся, кто не хочет с нами общаться, тот может с нами Чтобы не говорилось, что... Для самоотчетности, даже, да, Ну, так сказать. давайте Для, общаться. Но общение должно быть, это не допрос. То есть мы не будем из вас вытягивать там, как вы зашли, как вы что там делали. Это ваша история, ваша, то есть это информационная история. То есть мы не следователи, это никак. Это, кстати, может повлиять на ваш обмен. Как правило, люди, которые пообщались с нами, их быстрее забирают. Потому что, возможно, даже там и не знают, что вы в плену. Или знают. Ну, наверное, знаю. Я даже не знаю, где рота, потому что колонну полностью сгорела. давайте так. Мы, Да. во-первых, давай запишем данные человека. Ваша фамилия, имя, отчество? Попов Дмитрий Алексеевич. Попов Дмитрий Алексеевич. Дата рождения? 3.03.1984. 03.03.1984. 84. Город? Город Чита. Ну, служу в Борзе. Чита. Город Чита, да. Звание, должность? Часть. Сержант, командир отделения. В каком отделении? Что дальше? Воинская часть 06705. ВЧ 06 705. 705. Это какой город? Чита. Город Борзе. Чита тоже. Борзе, воинская часть там. Кому, если общаемся, я записываю, кому будем звонить. Если не общаемся, мне даже не интересно записывать. Будем разговаривать? Ну, давайте. Тогда вы скажите, кому вы. Плюс 7. Матерь 8904. Вот когда в плен, да, попал, получается? Нет, Когда вы зашли? 26 февраля. 26.02 и в плен попали. 24 апреля. То есть мы выходили, получается, в марте. Ого, так вот 2 месяца. Нет. по-моему. Там, получается, месяц на блокпостах стояли. Это вы расскажете. То есть Да. мы не следователи, нам ваши там секреты, тайны. Государственные тайны мы не спрашиваем. Мы это делаем для чего, как вы думаете? Вот как вообще вы думаете, для чего мы это делаем? Я знаю, в России это не принято. Вот вообще, да. Но вот как вы думаете? Ну, наверное, чтобы оградить других. Оградить и нас, и вас. Да, чтобы вы в последующем не совершали таких ошибок. А вы считаете ошибкой все-таки то, что вы вот сюда попали? Я считаю, да, потому что меня ввели нас, войска ввели.
Не, я понял. Вы можете рассказать кратко вообще? Если вы не сильно хотите общаться, такое тоже бывает, да? Просто расскажите кратко вашу историю. Вот вы служили, да, вот что дальше произошло, что вам сказали, почему вы пошли в Украину, где попали в плен и все такое. Служил уже 12 лет, до пенсии, до минималки хотел дослужить. В принципе, и в декабре, в середине декабря узнал, что командировка в войска, ну, возле границ, как бы это, ну, будут сосредотачивать. Да. Потом, как нам Откуда еще... вы узнали, что сосредотачивался? Учения типа или что? Ну, учения, сказали учения, да. Учения. Сказали учения будут в Беларуси, то есть. Да, дальше. Потом 12 числа, 12 января, загрузив технику, в общем, мы, ну, отправились в город Брест. Мгм. В Бресте, значит, мы лагерь, короче, ну, поставили лагерь. Позже командующий сказал, что, в общем, переезжаем в другое место. Это тоже Белоруссия, город Ельск. Да. Откуда, возможно, будем или не будем, вот так что-то вот. Нам сказали вообще, что в марте уже домой, как после этих учений, вы уже уедете все домой. То есть людей обманули. Позже, 24 числа, нам, короче, сказали, в общем, командир батальона построил, он сказал, что получаете боеприпасы. Возможно, будем заходить на территорию Украины. Получили боеприпасы. 26 числа зашли в составе, ну, БТГР. Потом, в общем, стояли, ну, в этих лесополоса. Короче, в общем, на блокпостах стояли. Блокпосты, где 17 марта, в общем, был обстрел минометный. Лагерь находился, ну, в общем, деревни как называть их, короче. Да, если можно, если знаете. Обуховище, вот, Сидоровище. Вот эти деревни, как бы, ну, вблизи деревень. Какая область? Область не знаю, потому что нам ничего не говорили. Но это же уже Украина была? Да, Украина. Так вот где, интересно, что где больше всего, город, да. это Иваньков или Иван город, что-то такое. Очень интересно просто, что вы думали в этот момент для себя просто, ну вот как вы для себя обосновывали свое пребывание в Украине и все такое прочее. Ну, нам сказали, на блокпостах будем. То есть находиться, воевать сказали не будем. Так как, Зачем? как Зачем? резервный Зачем батальон. вы нужны в Украине? Не знаю даже. Понял. И дальше? В общем, стояли мы там, лагерь находился в Старых Соколах. 2 недели мы стояли там на блокпостах. То есть сопровождали машины. И эти, ну, проезжающие, эти. Это Киевская область, 50 километров от Киева. Не доезжая Иваньков, да, сопровождали эти колонны. А вы без боя туда зашли, получается? Без боя, да. Боя не было. Просто было 2 минометных обстрела. Это первый минометный обстрел, где Старый Сокол. Там же, получается, у нас одна машина подорвалась, БМП. Механик-водитель сразу же, ну, как скончался на месте. Свои же мины, получается, поставили. На своих же минах подорвались. Ну, вы же вторая армия мира, тут такое. Ну, Это для вас тоже нормально. простояли, в общем, там до 27 марта. 27 марта командир батальона сказал, что все выходим. Команда была выйти все. Мы, то есть, вышли опять через Белоруссию. Это возле Хойниках лагерь развернули. Хойники. Слушайте, а вы вообще понимали, что у нас вот Киевская область, и те же Иванков, и вот все эти места, они уже разбиты, там куча гибели, куча людей погибло. Мы до туда не доезжали вообще, не доехали даже. Мы А вот чем вы питались? на этих блоках, на блокпостах сказали, ну, стоять сказали. А чем питались вы? Питались пайками, пайки привозили, пока 2 машины потом не подорвалось. Ну, вот этих Уралы, они как бы минометы попали, залетели. Так, а потом, ну, с мирными контактировали жителями, что-то брали из домов? Нет, с мирными нет.
Ну, а вы подпитывались из погребов вот, у Украины? Украинских? У нас эти были. Ну, то есть нам поставлял зампотех, поставлял нам воду и этот сухпай. Да, ну, ладно, хорошо. Давай попробуем позвонить, что это все равно не будет интересно. Потому что я вижу, да. Да не надо нам на запись, не надо нам. Меня зовут Владимир, я журналист из Украины. Хотите поговорить с сыном? Ой, конечно, конечно. Этот разговор под запись и для публикации я должен вас предупредить. Вы услышали? Ой, а сын-то где находится? Да, где находитесь, город говорить не надо, в плену в Украине, можете Я поговорить. в плену, мам. Берите, говорите. В плену, в общем, А, попал. ну понятно. Тебе никто с моего номера не звонил? Потому что все, у меня А, забрали. звонила женщина мне. И все? Звонила, Дима, женщина. Она представилась, что, ой, Димочка, ты живой. Я Ой, живой, как я а? рада, маленький мой. Ой, маленький мой, Дима, я уже вчера. Да ничего ты Ну, не я тебе переживай. лишнего не буду ничего говорить. Я хотел тебя, Ой, мам, слава попросить, у меня, в общем, паспорт, военный билет, все забрали, но уже он утерян, получается. И карту вот эту вот, карта-то есть, это зарплатная, ПСБ, Промсвязьбанк. Ты, пожалуйста, может, если доедешь до воинской части, пусть мне ее заблокируют, потому что тоже, в общем, забрали все. И это... А я ее, Дима, так заблокировала. Ну, я зашла в банк, мне сказали, так заблокировать. И номер ну. телефона, пожалуйста, мой, вот, который у меня был, 436, ты его тоже заблокируй, Тоже пожалуйста. заблокировать? Да, потому что все, назад они уже все не вернутся. Мне надо теперь восстанавливать все документы. Ага. Но ничего нельзя там говорить, это как попало. Лишнего нельзя. Нет. как попало, Да, ты все не равно ранен, будете это Дима? говорить. Кроме города, может, не, всё, что угодно. я не ранен, мам. Просто это травмы есть небольшие, но ничего страшного, это все. Ой, Димочка, ну женщина мне звонила, я еще не поверила. Ну, как говорят, что это фейк. А это самое, но я надеялась. Ой, слава Богу, услышал меня Господь. Ой, Дима, как я Ну рада. ничего, мам, не переживай, нормально все. Ну ничего не говорят, обмен или что там. Да нет, пока ничего. Пока ничего. Ну и это, там нормально все дома-то. Алексей Ой, там. хорошо, я ездила, все туда, все, коммуналку заплатила, все нормально. Ага. Зато не переживай, я 1 числа только приехала, когда А да, свой- в конце. А с воинской части не звонили, где вообще? Они вообще там не Звонили интересуются. вчера, что ты потерян, я уже тоже все обзвонила. И в Красный Крест звонила, и звонила. Ну, мрази, Потерян, Как, вот. мрази, бля, Так, просто. так. Да, вот ты Да вы в 24 списках апреля, официально ты на какого агентах дня? стоите с украинской стороны. Они не Какой сказали, они еще бы сказали, что я погиб. Они вот так вот парням говорят, что в родителей, парни, ну, родителям парней говорят, что погибли, а он в плену находится вообще. Вот так вот. Наша сторона, вот. Наше вот это вот правительство, блядь. Ну не говори ничего лишнего. Мне вчера уже пришлось Не сдать говори этот. ничего лишнего, ты же нацистов. Ой, Не-не-не. генетический Нет, материал сдала я вчера, мне сказали. Вот я поехала, я уже не знала, что... Кого сдала, я не понял. Биоматериалы. Труп. Ну, генетический материал. Ой-ой-ой, елки-палки. Думали, что ты погибший. Я что пережила, Дима, я уже вообще ужас. Ну обращаются-то нормально с тобой? Нормально, да, все кормят, все. Это, лекарства дают. Там ваши ребята тоже оттуда с тобой, которые, да? Ну, конечно, нас отправили как на убой, получается, как мясо. А ну не говори ничего. Поехали колонны и, в общем, разбили колонну. Разговор-то прослушивается и это... Ну, и Лишнего ничего нет. Разговор с нашей стороны, мы же вас предупредили, что он прослушивает. Кем прослушивается? У вас там прослушивается? Конечно. Ну отменяет, Димочка. Да, Ой, я слава не знаю, Богу, что не ты надеюсь. живой. Больше мне ничего не надо. ни на чем. Но я Бога молила. Я уже куда не ходила, и в церковь, и в Дацан, и везде. В Дацан-то Ну, зачем ходить? правильно мне сказали. В церковь Потому сходи, что он по-моему. сказал, что он живой, но он в плену. Правильно, все точно Да, сказал. все правильно. С 24 апреля А в плену. женщина та звонила с украинской стороны, видно, с Красного Креста, да? Да, женщина с ООН. А ты еще мне объясни, что ты говоришь, что вот надо мне в городе, в части, и там что, карту Да, твою? ну, звонить? карту вот эту, вот, куда зарплата-то приходит. Я думаю, там заблокировали ее или нет, потому что все, у меня теперь все утеряно. Получается. И как... Нет, но я-то заблокировала в банке. А, ну в все. Промсвязьбанк.
Все. Вот. И номер телефона еще. Номер телефона тоже. Тоже надо, да? Да, да, да. Утраченная? Ну, симка утрачена, Хорошо. конечно. Что, Ага, с нее не хорошо. звонили. Ой, Димочка, я так рада. Ой, вообще. Вот счастье мне. Все, мамуль, нормально. А то уже Не переживай. Так а знала что, всё а мы. что фейк? Ну, Маме говорят фейк. Ну дай Интересно, Бог что это? отменяет. А вот потому что всё спрашивают, что, как Ну, фейк. вот вы говорите фейк, вам сказали, что это все фейк. Кто это вам сказал, что это все фейк? Ну это, я уже не знаю, кто сказал, потому что я куда только не обращалась. То есть вам кто-то говорит, что ваш сын живой, а кто-то другой говорит, что это фейк, правильно я понимаю? Ну как я, да, наверное так, потому что, ну как я и сама не поверила. В России общем-то. все фейк, кроме того, что сказали по телевизору. Все фейк. Я просто Вы надеялась, фейк. что сын живой и все. Ну все, мам, не переживай, главное, все нормально. Спросите маму, Ну поддерживает все, мой спецоперацию? хороший, ой, как хорошо. что Мама, вы- вот спрашивают, поддерживают спецоперацию или нет? Ты, Ну. мама поддерживает спецоперацию? Поддерживаешь ты или эту спецоперацию или нет? Как, где вот? Так это что, провокационный вопрос, что ли? Нет. А можно я спрошу? Я вам сейчас передам трубку. Нет, это вообще в смысле провокационный вопрос. Как, что значит провокационный вопрос? Ну а мы же в какой стране живем? Конечно, так-то поддерживаем. Ну все. Че, где ж тут провокация? Поддерживайте, да и поддерживайте. Вот видите. Биоматериал, что Да. Вчера же биоматериал возили сдавать, правильно, по сыну? Че же не поддерживать? Хорошая спецоперация, правда? Убили сына, пойду сдам материал. Не надо его, мам, поддерживать. Все это фигня. Отправим. Попробуйте объяснить маме, что Да, происходит. я же чисто мама в интересно. возрасте, я не хочу. Здесь что нас отправили, это полное вранье. Слышь, мам? Дима, ну ладно, перестань ты там тоже. И Полностью ничего вранье. не говори лишнего. Ну, перестань, Дим. Знаешь, что перестань, говорю, ничего не говори лишнего. Да. Это же все записывается, потом все перевернут. Не надо ничего говорить. Перевернул все. Просто Перевернул. Не, ну просто людей. Сейчас сколько в семье горя, вот, сколько людей просто. ну ладно, это ничего. Ничего, Лишь это бы у тебя все 32 было хорошо. тысячи. Все, не надо об этом говорить. Ничего. Ну, Ладно, мама, а что есть? зарплата-то идет или А как? зарплата? Ну, в общем, я еще тогда что, съездить в военкомат, да? На военкомат Сказать, съезди, что узнай. я вчера Они вообще, была. они как там, что, как меня вообще, как я там числюсь? Они нас позавчера искали, я потому что бегала. Мне с Восточного военного округа сказали, что ты потерявшийся 24 числа. 24 апреля. Зарплата. Потом я везде обращалась. В городе туда звонила, этот меня нагрубил, а вчера он сам позвонил. Он, оказывается, разыскивал меня. Все нормально. Там, видно, обменяли, погибшими обменялись нашими с украинскими. И вот думали, что ты погибший. И я поехала, сдала генетический материал. Ой, Вот хорошо. что, видишь, Понял. что я пережила. Ну, хорошо. Все, понял. А сборный майор звонил, как его? Я Как-то не он мне знаю. Там фамилию никого назвал. не осталось уже. Чернобаев майор звонил. Ну да, наверное, говорят, что мало там народу. Ну, А много ну погибло. ничего, вас кормят нормально, да? Нормально все. Все, отключайся, отключайся. Все, отключаюсь. Ну ладно, Димочка моя. Всё, мам, Слава Богу, целую что я ты тебя. живой. Все, целую, мам, тебя. Спасибо, мам. Все нормально, короче. Биоматериал сдали, все хорошо. Спецоперацию Подожди. поддерживаем. Да, ну тут вы же понимаете, что мы хотим поговорить на эту тему, как так получается. То есть то, что у вас там все зомбированы, все боятся там полицию, ФСБ, что у вас там еще есть, это все понятно. Власть. Власть все боятся. Ваша мать говорит вам, не говори ничего лишнего. Она это для кого не говорить лишнего? Ну вообще, поди, я думаю, что, я не знаю, ФСБшники, может, или что-то такое. Вы можете... Что, вы в плену у ФСБ? Не, ну вообще, я не знаю. Просто Не-не-не, тут просто смотрите. зомбировали, ну правильно говорите все. Вы в плену у нацистов, и ваша Было мать... такое. Как? Вы у нацистов. Вы шли сюда убивать нацистов, защищать русских. Если у вас спецоперация по денацификации, то получается вы у нацистов, извините, в плену. Тут вариантов может быть не может. Если верить вам. Я не про это. Я про то, что... Не, ну мать просто мне хотела услышать. Не, мать, понятно, вас услышала. Что Но я она говорю? боится за то, что будет с вами, когда вы вернетесь из плена от нацистов. Это, ну, это как вообще? Вот просто мы хотим понять вашу логику и психологию. Вы у нас 215 человек.
Мы все 3 месяца войны, это не спецоперация, это война, общаемся с такими, как вы. 215 человек уже через нас прошло. Мы уже слышали про все. Я даже, у нас реально удивить уже, наверное, нечем. Но расскажите, почему ваши родители боятся за вас, за ваше возвращение? Чтобы вы не сказали ничего лишнего. А что я могу сказать? Я скажу как есть и все. Что меня обманули. И все. Она вас даже не хочет слышать. Я объясняю. Она его не хочет слышать, она боится, что он скажет что-то, что услышат там в России, и потом его за это накажут в России. Да. А знаешь почему? Потому что именно в Россию именно он вернется к настоящим нацистам. Потому что здесь в плену. Сколько вы всё видели? нормально у Вы него. 2 месяца были у нас. Сколько вы видели нацистов? Ни одного не видел. Бандеровцев? Ни одного не видел. Просто Вон, говорят, смотрите, Афроамериканцев? афроамериканцев не видел. Афроамериканцев. Нет, не видел. Честно. Солдат НАТО? Нет, не видел. Кого вы видели? Вот Кого здесь надо было защитить? интересный вопрос. Из того, что вам рассказывали по телевизору, что вы можете подтвердить? Вот назовите 5 цитат, которые вам вливали с телевизора вот, все вот эти года. И что из этого вы можете подтвердить? Ну, сказали, вот, что вот как вы говорите, нацисты, в общем. А есть мирные жители там. Нацистов вы не видели. Хорошо, Нацистов раз. нет. Дальше. Бедные жители под Иванковым вас с цветами встречали, наверное, с караваями, чтобы вы пришли их освободить, да? Да нет, не было. Говорили вам, что спасибо, наконец-то вы пришли? Мы вас ждали всю жизнь. А что говорили? Но я не общался. Ну не видели людей с рушниками, с хлебом и солью? Ну вот, когда заезжали, видели. Видели? О, где? Где-то вот, как на Украину заезжали. Это еще российская сторона. Можете громче говорить, а то я кричу. Где российская? Ну, российская сторона, где. Вот там дедушка стоял с этим, с хлебом вроде. На российской стороне? Но еще как бы и нет. Ну, я удивляюсь, как они вам там скрипичный квартет еще не поставили. Хорошо. Не знаю. Второй миф развенчан. Третье. Наемники и представители вооруженных сил других государств. Видели кого-то? Нет, не видел. Третий миф. Биоголубей. А какой это миф? Он мог их видеть, они у нас есть, только они не наемники, они Да, просто они подразделения. добровольцы, они все... Добровольцы официально. У нас Мы- есть Мы же не иностранные. вы, там, на Донецке 8 лет назад зашли там, и рассказывали, что их там нет. А нас сейчас рассказывают, что их там есть, понимаете, и мы и так это и без вас знали. А у нас есть, да, ну, есть добровольцы из других стран, они прикомандированы у нас в разных подразделениях, это правда. И что? Какой это миф? Ну, увидел бы он их, и что дальше? Ну да, они у нас официальные, то есть у нас... Военные. У нас Военные, есть военные. военные добровольцы из других государств, ветераны, там, ну, Ну, они их очень приехали. мало, конечно, но Их больше, вот там. больше шума, конечно, чем количество, но они есть. Мы им тоже благодарны за то, что они приехали от фашистов нас, помогать нам защищаться от фашистов. Надо еще 5-й пункт Вы какой. удивились, что я фашистами назвал? Нет, не удивлюсь, все так говорят сейчас после вот этой вот спецоперации. Ну а чем вы отличаетесь от них во Вторую мировую? Скажите, да я извинюсь перед вами. Нет, извиняться, но мы же зашли, получается. О, наконец-то, это ж очень редко, когда люди сами говорят. Надо 40 минут вначале говорить, подводить факты, а потом ваши солдаты такие, когда складывается вот этот пазл, что да, Раз. все-таки я с автоматом в чужой стране, значит я нападаю. Я не вижу здесь предметов для разговора. Передайте, пожалуйста, пожелания, рекомендации вашим согражданам. Хочу Стоит сказать- сюда идти, не стоит сюда идти. Скобееву дальше. Хочу слушать. сказать, вот, молодые люди, подумайте своей головой, подумайте о своих семьях, прежде чем сюда идти на чужую территорию. Или как бы принесете горе в свои семьи. А сюда они не принесут, говорят. Принесете горе сюда и в свои семьи. Вы второй раз пойдете? Нет, не пойду. А вот Собираюсь увольняться вообще. Как бы, ну, хочу уволиться. Хотел до пенсии дослужить, но уже
как бы побыл под обстрелами, теперь, ну, просто не загонишь туда ничем. Путина уважаете? Как президента. Как президент? Не, ну тут простой вопрос, да или нет. Однозначный ответ. Ничего ответить. А? Ну, можете не отвечать. А Это- чем Путин в таком случае отличается от Гитлера во Вторую мировую, если вы от фашистов несколько отличаетесь? О, еще один пазл. Подписывайтесь, делитесь видео. Чем от Геббельса отличаются ваши пропагандисты? Ну и тот, кто там над ними, сверху стоит. Знаете, как в Херсоне сейчас? В оккупированном. Отключили интернет, отключили все наши каналы. И стоят вот эти Уралы ваши с большими телевизорами. И там Скобеева вещает: русский мир идет. Защитим всех. Как это называется? А кто не На согласен, площадях. А кто не согласен, того на подвал или расстрелять за углом. Ну, уважайте. Так, ваше дело, ваше право. Я Шите думаю, сигареты. Да, я сигареты, думаю, пожалуйста. тут мама просто в голове заговорила в этот момент и такая: ничего лишнего не скажи. Ладно, боится. По обычаю даем